Всем привет! С вами снова Любава. Одна из целей этого канала – иметь возможность поговорить обо всем, в том числе о том, о чем никто не говорит. Сегодня все, что вы хотели знать о панических атаках, но боялись спросить, на собственном опыте. Поехали! Что вы представляете себе, когда слышите «паническая атака»? Наверняка вы представляете себе безумного человека, который мечется по комнате с криками и размахивает руками и сходит с ума. И наверняка это происходит в какой-то экстраординарной ситуации, например, падение метеорита или нападение террористов. На самом деле все совсем не так. Моя первая паническая атака случилась со мной, когда я вечером чистила зубы у себя в ванной комнате и собиралась ложиться спать. Панические атаки имеют разные симптомы у разных людей, и даже приступы у одного человека могут отличаться друг от друга. Одним словом, это можно описать, что человеку становится очень плохо. В моем случае симптомы были таковы. Мое сердце стало биться все чаще и чаще, сердцебиение нарастало, и мне казалось, что оно прямо сейчас вырвется из груди. Я слышала его каждой клеточкой своего тела. Мне стало очень трудно дышать, я начала задыхаться. Потом я начала чувствовать отрыв от реальности, все перед глазами поплыло, и мне казалось, что вот сейчас, прямо сию секунду, я умру. Даже мысли о том, что эта угроза нереальная и со мной просто происходит паническая атака, у меня не было. Я лежала на кровати, задыхалась и просто молилась, чтобы скорая приехала до того, как я отброшу коньки. А теперь поговорим о самом интересном, о нашей медицине. Ко мне приехала скорая, сняли мне приступ лекарствами, а потом предложили проехать в больницу, поскольку на тот момент у меня уже около 2 недель была температура. Я согласилась поехать в инфекционку, и это была очень большая ошибка. Мне там сильно испортили здоровье, но это совсем другая история. Я хочу поговорить о том, что ни один врач не объяснил мне, что со мной происходит. Хотя абсолютно каждый знал. И скорая, и в больнице, где я лежала около недели, и приступы при этом повторялись. Ни один не объяснил мне, что со мной. Мне говорили, не надо волноваться, или ты слишком много нервничаешь. Но никто не объяснил мне, что такое паническая атака, почему она происходит и как с этим бороться. Пока я лежала в больнице, мои приступы мне снимали валерьянкой. Спойлер, это не работает. Вообще. Так же, как фразы «пожалуйста, успокойся», «что с тобой не так», «все же нормально было, ты чего?». Еще мне давали анаприлин. Слушайте, это препарат, который предотвращает аритмию, чтобы у вас не было ночью остановки сердца. Слушайте, давать человеку с панической атакой анаприлин? Итак, почему в случае панической атаки не помогает валерьянка, любые другие успокоительные, а также фраза «успокойся»? Во-первых, любой человек с панической атакой думает, что он прямо сейчас умрет или сойдет с ума. Абсолютно любой. Во-вторых, любой человек с панической атакой думает, что у него проблемы с физическим здоровьем. Он даже не задумывается, что это может быть какая-то психологическая проблема. В-третьих, человек с панической атакой думает, что врачи не знают, что с ним, и не могут ему помочь. Что помогает справиться с панической атакой, которая уже в ходу? Первое. Транквилизаторы по типу феназепама. Второе. Больше ничего. Просто больше ничего. Вам, может быть, повезет, и паническая атака прекратится сама. Итак, после выписки из инфекционки я все еще не знала, что со мной происходит. Мои приступы повторялись. Я все так же вызывала скорую, потому что самостоятельно их прекратить никак не могла. В основном мои приступы включали в себя очень сильное повышение давления и тахикардию. У меня пульс зашкаливал до 165 ударов в минуту, давление было 160 на 120. Я обзавелась тонометром, постоянно измеряла давление, и это была ошибка номер 2. История с паническими атаками такая. Если это один раз началось, то это будет повторяться снова и снова и снова, пока человек не поймет, что он сам вызывает в себе эти панические атаки. Приступы продолжались, скорая продолжала ко мне ездить, и никто, повторяю, абсолютно никто не объяснял, что со мной происходит. Диагноз мне ставили ВСД. ВСД – это не диагноз, это выдумка советских врачей. И тут начались бесконечные обследования. Я была у кардиолога, у эндокринолога, у невролога. Мне делали энцефалограмму, мне делали УЗИ сердца, мне делали мониторинг 24 часа ЭКГ. Мне делали все, что угодно, и все оказалось, более-менее в норме. Один раз врач скорой помощи посоветовал мне пойти к неврологу, где мне выпишут волшебные таблетки, которые будут контролировать выброс адреналина. Знаете, что это за таблетки?
это антидепрессанты. Но врач даже побоялся сказать это слово вслух. В общем, мне повезло. Я в итоге попала к хорошему психотерапевту и получила свое лечение. Но сколько приступов, сколько загубленного здоровья и сколько нервов можно было бы избежать, если бы врачи, так же как и обычные люди, не боялись простых слов. Психотерапевт, панические атаки, тревожное расстройство, антидепрессанты, депрессия. И это в Москве. И я представляю, что в таком случае происходит с людьми где-нибудь в Ангарске. Привет, Ангарск! Если вы столкнулись с чем-то подобным, что вам точно поможет? Первое. Врач. Не бойтесь пойти к психотерапевту. Может быть, я выложу видео о том, как найти хорошего врача, но сейчас главное. Я знаю, что вам будет очень некомфортно. Мне было очень некомфортно. Мне до сих пор некомфортно об этом сейчас говорить. Но нельзя заниматься самолечением, особенно в таких сложных областях, как психотерапия. Вам будет некомфортно, вам будет неприятно, вы будете чувствовать себя изгоем. Но после того, как вы пойдете к врачу, вам самостоятельно захочется построить машину времени, чтобы вернуться назад на 1 год, на 5-10 лет назад и сказать самому себе, что это решение было самым лучшим решением в вашей жизни. Что вся ваша жизнь поделилась на до и после. Второе, что вам поможет, это таблетки. В большинстве случаев люди обращаются к психотерапевту именно тогда, когда уже поздно. И тут без медицинской помощи не обойтись. Можете ли вы помочь себе сами? Да. Во-первых, вам нужно сказать себе, что с вами происходит. Это не проблемы с сердцем, это не опухоль мозга, это не проблемы с давлением, это не какая-то неизведанная болезнь, которую пропустили врачи. Если вы до сих пор думаете, что вот в моем-то случае это точно что-то неизведанное, и врачи это пропустили, то это точно паническая атака. После того, как вы в этом себе признались, вам нужно пойти и записаться к врачу. Во-вторых, можете прочитать про цикл панических атак, про то, что это вообще такое, и как можно избежать панической атаки на самой ранней ее стадии. Может быть, я сделаю отдельное видео и про это, но я не специалист, а пациент, поэтому не занимайтесь самолечением. Третье, что вам может помочь, это объяснять себе все, что происходит с вами при панической атаке. Например, тахикардия происходит из-за того, что ваше сердце из-за выброса адреналина начинает стучать сильнее. Из-за этого же повышается давление. Из-за этого же вам становится трудно дышать. Все эти процессы вызваны выбросом адреналина и вашим страхом. Ваш мозг не отличает реальную угрозу от нереальной. Он все угрозы воспринимает с химической точки зрения одинаково. На этом все. Если это видео было полезно, то ставим лайки, пишем комментарии, обязательно пишем вопросы, если они у вас возникли, а также запросы на новые видео. С вами была Любава. Всем пока!